Друзья, приветствую вас на канале Тихая жизнь иммигрантки. Спасибо всем, кто остался со мной после просмотров моих прошлых видео, кто оставил теплые комментарии, кто поставил лайк. И несмотря на эту продолжительную паузу на канале, которая была вызвана какими-то внутренними, наверное, сопротивлениями, которые во мне происходили после прочтения некоторых комментариев, которые очень глубоко тронули, и были даже мысли а, закончить рассказывать истории о своей жизни на этом канале, но после этой долгой паузы все-таки подумала и решила, что я продолжу то, что начала делать, потому что было, несмотря и на негативные комментарии, конечно же, было очень-очень много позитива от людей. И хочу сказать вам огромное спасибо за то, что своим добрым словом поддерживали меня. Для меня это действительно очень важно. В прошлом видео я остановилась на том, как мы с Василисой вернулись в мою квартиру, и о том, что в моей жизни тогда были очень долгие, изматывающие поиски работы. Работу мне удалось найти, и сегодня я хочу продолжить свой рассказ. Эта история будет о том, как я снова шаг за шагом пыталась встать на ноги, обеспечить себе и ребенку хоть какую-то стабильность, в том числе и материальную, и сделать наш дом безопасным и уютным. Работа, которую мне предложили, она была связана с оптовыми продажами тканей для ритуальных производств. Скажу честно, никогда ранее у меня такого опыта не было. В плане работы именно в сфере ритуального бизнеса, да и, собственно, в целом в продажах я никогда, именно вот в онлайн-продажах я никогда не работала, поэтому перед тем, как приступить к этой работе, у меня внутри, конечно же, был огромный страх, что не получится, что не справлюсь, что я ничего не знаю об этой сфере, и как, собственно говоря, можно что-то продавать, если я не знаю, как это там все внутри этого бизнеса устроено. Несмотря на страх, который у меня тогда был, конечно же, с другой стороны, у меня было четкое понимание, что если я откажусь от этой предложенной работы, то в ближайшее время, скорее всего, других вариантов у меня не будет, и даже той незначительной суммы, которую мне предложили на первое время, ее у меня не будет, и не будет, соответственно, какой-то определенной материальной стабильности и уверенности в завтрашнем дне. И, конечно же, я зубами, ногами, руками уцепилась за эту возможность и стала стараться как можно быстрее вникнуть, разобраться. Основное место работы предполагалось в московском офисе, и, к моему счастью, он находился буквально в шаговой доступности от моего дома. И это было очень, конечно, заманчиво, потому что я знаю, что многим в Москве приходится для того, чтобы добраться до работы, кто-то тратит полчаса, кто-то час, кто-то полтора, и как бы это становится нормой. И ты понимаешь, что как бы очень много времени уходит у кого-то на то, чтобы элементарно добраться, а здесь у меня такой как бы очень, я считала, что хорошее предложение буквально выйти с утра, спокойно и медленно пройтись около 10 минут до офиса и также вечером после работы. Это, конечно же, очень огромный плюс был в этом предложении о работе. Но первые 2 месяца мне нужно было ездить на склад компании, который находился в Московской области. Нужно было изучить ассортимент, который мне нужно было потом продавать, понять, что именно я продаю, куда та или иная ткань используется в том направлении, в которое я пришла работать. И нужно было, конечно, еще съездить на несколько производств для того, чтобы посмотреть, как это все устроено в ритуальной сфере. Первое время было, конечно, не очень приятно во всем этом пытаться разобраться, потому что сознание наше, оно как-то
пытается уберечь нас, что ли, от всех этих негативных эмоций, которые связаны с этой темой. Но как бы это была моя новая жизнь, и я, ну, скажем так, очень быстро к этому привыкла, вникла в это, и потом в дальнейшем это не вызывало у меня уже таких сильных эмоций, как в самом начале, когда я пришла работать в эту компанию и непосредственно в ритуальном направлении. Работа моя заключалась именно в продажах. Те, кто работал в продажах, они знают, что заработок менеджера по продажам, он складывается из какого-то фиксированного оклада и процентов от продаж, либо личных продаж, либо от продаж в целом компании. Где-то 4 месяца я работала чисто за оклад. Оклад у меня был 40 тысяч рублей. Для меня на тот момент 40 тысяч это были небольшие деньги. Но в тот момент я была очень рада этим деньгам. И это для меня была какая-то стабильность и какая-то опора. После первого месяца работы, который я провела именно на складе, утром ехать на электричке и вечером также возвращаться обратно. И после этого еще нужно было успеть забрать ребенка с детского сада. Было очень часто моментов, где я не успевала, опаздывала. И каждый раз я после очередного опоздания я пыталась объяснить воспитателю причину своих задержек, опозданий, что я не вовремя забираю ребенка с детского сада. Она каждый раз входила в положение, но потом случился момент, где я опоздала не на 5 минут, как обычно, а на целый час, потому что электричка, на которой я возвращалась, она буквально не доехав несколько километров до станции, на которой мне нужно было выйти, остановилась, целый час просто тупо простояла, потому что там были какие-то неполадки на путях. И после этого вот такого долгого опоздания, конечно же, я выслушала от воспитателя лекцию на эту тему, что нужно как-то что-то придумать, и с этими бесконечными опозданиями моими. И на следующий день я пришла на работу, поговорила с руководством, и они согласились на то, чтобы меня досрочно перевести на работу в московский офис. И я была, конечно же, очень-очень этому рада, потому что когда я вышла уже вот первый свой день именно в Московскую область, в московский офис, я выдохнула и стала чувствовать себя гораздо спокойнее, чем предыдущий месяц. За полгода работы я успела уже посетить несколько профильных выставок ритуальных, на которых мне удалось найти уже своих личных действующих клиентов. И таким образом как бы у меня появилась возможность расширять свою собственную личную базу. У меня появился такой некий профессиональный азарт, как можно больше работать, зарабатывать. И через полгода я смогла закрыть кредит, который у меня на тот момент был небольшой. Смогла покупать одежду, нормальную одежду себе, ребенку, покупать продукты для себя и ребенка, и не думать о том, что до конца месяца не хватит денег и нечего будет покушать. И этот страх, который был накануне в моей жизни, он, конечно же, потихонечку стал уходить. И я стала чувствовать себя более увереннее и надежнее. Ну и, конечно же, самое главное, у меня появилась возможность откладывать деньги на мечту, которая на тот момент у меня была. И самой большой мечтой в тот момент для меня было это, конечно же, ремонт в квартире, в которой мы жили с Василисой. Потому что в этой квартире была отремонтирована только одна комната, в которой раньше мы жили с
с моим покойным мужем. Теперь мы жили с Василисой. И на кухне был тоже сделан небольшой легкий косметический ремонт. Вся остальная квартира, она вторая комната, коридор, ванный, туалет, они, конечно же, находились в ужасающем состоянии. И особенно ситуация ухудшилась после того, как это уже было после того, как мы с Василисой вернулись вдвоем в квартиру и продолжили там жить. Спустя какое-то время у нас затопили соседи с верхнего этажа. Потоп был очень сильный. Очень сильно пострадала проводка, которая часто при включении-выключении выключателей, когда включаешь и выключаешь свет, очень часто розетки, включатели искрились, и включая какие-то бытовые электроприборы, часто выбивал пробки, там что-то дымилось. И, конечно же, это вызывало очень большой страх за безопасность свою и, конечно же, ребенка. И поэтому у меня было огромное желание как можно быстрее начать ремонт в квартире для того, чтобы просто элементарно безопасно стало жить в этой квартире. Благодаря тому, что у меня появилась возможность откладывать какие-то средства со своей зарплаты, эта мечта, она с каждым днем становилась все ближе и ближе. Для того, чтобы отложить определенную сумму на ремонт, прошло 2 года. За эти 2 года, помимо работы и ребенка в моей жизни, были еще одни отношения с мужчиной. Подробно я не буду рассказывать эту историю, потому вы опять начнете писать херовые комментарии. Но я не буду продолжать более подробно рассказывать эту историю. Скажу лишь то, что с этим мужчиной у меня тоже ничего не получилось. Но зато этот мужчина посоветовал мне одного мастера для того, чтобы я могла сэкономить на ремонте. И, как говорится, скупой платит дважды.